Здравствуйте, дорогие друзья и все, кто только что заглянул на наш канал «Мои хобби». Сегодня я покажу вам, как быстро и легко можно сделать браслет из бусин. Плетение данного браслета несложное, поэтому этот видеоурок подойдет и для начинающих любителей бисероплетения. Итак, для работы нам понадобится леска 0,2 мм, замочек карабин и колечко, бусины золотистого цвета 7 мм и 4 мм и ножницы. Итак, приступим. На середину нашей лески я продела замочек карабин, и вокруг замочка карабин мы леской делаем через ушко вот такую петельку. Для того, чтобы наш замочек карабин держался и никуда вот он не съезжает, то есть он держится у нас на середине лески. Теперь мы будем работать с двумя концами лески, и для этого нам еще понадобится 4 бусинки 2 мм. И на правый конец лески мы одеваем одну мелкую бусину 2 мм и среднюю нашу бусину 4 мм. И на другой конец лески то же самое. Следующий этап — это мы будем одевать одну крупную бусину 7 мм, затем бусину 4 мм и одну крупную бусину 7 мм на один конец лески и проходить другим концом лески в обратном противоположном направлении. Через все 3 бусины. И затягиваем. Вот что у нас получается. И теперь мы будем одевать на правый и на левый конец лески по одной бусине 4 мм. Затем одеваем одну крупную бусину, одну бусину 4 мм и одну крупную бусину на один конец лески, и другим концом лески в противоположном направлении крест-накрест мы проходим все 3 бусины. И снова затягиваем. И одеваем одну крупную бусину, одну мелкую бусину и одну крупную на один конец лески, и в противоположном направлении другим концом лески проходим через все 3 бусины. И затягиваем.
Итак, еще раз покажу, как мы проплетали этот браслет. Значит, одеваем одну бусину 4 миллиметра на один конец лески и другую бусину тоже 4 миллиметра на другой конец лески. Затем одеваем одну крупную бусину, одну мелкую бусину и одну крупную бусину на один конец лески и проходим другим концом лески в противоположном направлении крест-накрест через все наши 3 бусины. После того, как вы проплели браслет необходимой вам длины, длину мы определяем по запястью руки, с учетом того, что у нас замочек, карабин и колечко занимает около сантиметра. И теперь мы заканчиваем наш браслет так же, как мы его начинали. То есть мы одеваем одну бусину 4 миллиметра на правый конец лески и одну бусину 2 миллиметра. То же самое мы одеваем на левый конец лески. Одну бусину 4 миллиметра и одну бусину 2 миллиметра. Теперь мы одеваем замочек, наше колечко. И также делаем вокруг него петельку на левом конце лески и затягиваем. Правым концом лески все, на левом конце лески она у нас держится, то есть не спадает. И теперь правым концом лески мы тоже делаем петельку вокруг нашего колечка и также его привязываем. Вот таким образом. Теперь у нас 2 конца лески находятся на нашем колечке. Если мы их обрежем, то будут они видны. Для того, чтобы они не были видны, мы вернемся на середину нашего браслета, сделаем узелок, обрежем лишние концы и прижмем спичками либо зажигалкой. Возвращаемся так же, как мы и плели наш браслет, потому что если мы пойдем, к примеру, из этой в эту сразу крайнюю бусину, то у нас будет леска видна. Поэтому мы возвращаемся таким же образом, как мы и плели наш браслет. Итак, у меня теперь 2 конца лески выходят рядышком. То есть здесь я могу сделать узелочек. Делаю узелок и обрезаю лишние концы, прижигаю зажигалкой. Вот такой в результате у меня получился яркий, интересный, красивый браслет. При этом он плетется очень-очень легко, на самом деле, и быстро. Все плетение аналогичное в один этап. Времени на создание такого браслета уходит не более часа. И в итоге получается вот такое красивое украшение к вашему образу или наряду. В цветах данного браслета опять-таки можно варьировать, все по вашему желанию. Всем спасибо за внимание. Не забывайте оставлять комментарии в пожелании чего-то нового, интересного. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Мои хобби», если еще не подписались. Впереди еще очень много интересных мастер-классов по бисероплетению и не только. А я вам желаю хорошего настроения и до скорых встреч. Пока-пока.